Приехали ребята на помощь. Сейчас будем заниматься орешником. Где-то прореживать, где-то полностью убирать. Первый ряд у нашего северного оврага решили полностью убирать. Ну, потому что у орешника корни поверхностные. Они плохо держат овраг. И вот было сильное наводнение. Там чуть-чуть он послазил. Решил вместо орешника павлонию посадить. У него очень длинные корни. Хорошо как раз держать вот этот край будут. Сейчас надо вот эти убрать все. Короче, та же самая болгарка. Урчит, да? Это киви, да? Не знаю, я на винтовер. Сейчас вот эту подкормить цыплят наших. Как раз покажу вам, как они у нас тут поживают. Вот они, выбежали. Ах, ну какие! Вот она их как зовет. В итоге у нас получилось 8 цыплят. Надеюсь, все выживут. Ну, уже вот такие вот шустрые. Аппетит у них, конечно. Все переворачивают, всю кашу вот эту вот, то, что я ему принесла. Воду всю закидывают. В общем, буянят тут уже вовсю. Места им маловато, видимо. Ну, она вот, курочка учит их грести лапами. Вот. Что ж ты творишь-то, глянь. И вот они тоже все переворачивают, надо же. Какой красивый, такие глазки. Ой, ой, хороший, хороший. Все, последнего ряда нет. Все распилили. Сейчас осталось тут чуть-чуть рассортировать. И пойдем дальше. Здесь несколько кустов проредить. И эта часть леса закончена.
спелая, мягкая. Сладишься. Тася, иди попробуй. Не хочешь? У папы тоже киви новое. Надо отвести. Предварительно взвесим, прежде чем складывать все в ящики. Так, сколько у нас первый мешок? 12,9. 12 12. Нам дали такие банановые коробки специально для сдачи. Интересно, сколько коробочек получится. Собираем мы киви не все подряд, а вот только вот такие вот крупненькие. Вот такие мы оставляем. Такие. А вот такие вот собираем. Вот это оставляем. То есть выборочно. Вот это тоже можно взять. Это уже маленькие. Из них потом уже сами что-нибудь приготовим. Может, варенье какое-то или посушим. А принимают вот только вот такие вот средние и крупные. Ну, либо цену снижают совсем. В этом году, конечно, урожай не такой большой, как первый год, когда мы купили дом. Видимо, через год. Один год обильный урожай, следующий год совсем мало. Мне кажется, даже 100 килограмм не будет, если честно. Ну, посмотрим. Интересно даже самим. Да, давай ты будешь складывать. По два бери, Класс. Я хочу. А тут зеленый. В этом году так. Какая красота. Мама, дай. Вообще. На, неси. Ой, дай. Тася помощница. Любит собирать все. И мандарины. Будто орехи, мандарины, да? Да. Помогает. На, неси. Все, дай. Еще по 2 будешь носить, давай. Нужно это ты. 3 нужно? Ну, Да. на 3, давай. Это самое приятное, мне кажется, собирать. Да, их легко. Не нужен ни секатор, ничего. Они так легко вот на изгиб его делаешь, так хоп.
Но орехи тяжелее всего даются. Там надо ползать целый день. На следующий год будет у нас их как минимум в 2 раза меньше. Это спойлер такой. Пока. Еще 2 дай. Такие отборные киви. Вот эти нужно. Да? Вот эти нужно. Вот эти, мне кажется, вот этот маленький, Тася. Вот это? Да, их мы себе оставим. Может, пастилу сделаем или варенье посмотрим. Ла-ла. Так, записывай, а сколько здесь у нас. Это большой мешок. Так, 17 500. Тринадцать 300. Побежал. Ну да. Да, досыграть. Что осталось? Что ты поешь? Это гитара. Гитара? Ла-ла-ла-ла. Это А ну давай, наяривай. Гитара семиструнная. Так, получилось у нас на сдачу 77 килограмм 300 грамм. Не так много, да. Но я бы сказал, наверное, половина еще висит, да, который мы будем перерабатывать. Ну да, там мелкие, средние остались. Да, то есть можно сказать, что где-то 150 килограмм наш урожай, из них 77 мы сдадим. Вчера приезжали оптовики, дали нам цену 2,5 лари за килограмм. Это получается вот эти вот, почти 4 ящика у нас выйдут на 193 лари. Не так много, но так, для поддержки штанов, как говорится. На бензин. Посуду. Какая красота. Такие мандарины, конечно, жалко на переработку отправлять. Уж очень они красивые. Я думаю, оставим их лучше так съесть или кому-нибудь подарим. Сейчас посмотрим другие мандаринки. А вот эти уже самое то для переработки. Такие небольшие. Достаточно плотненькие. Как раз то, что мне нужно. Сейчас будем собирать. Я думаю, вот такого тазика мне пока что хватит. Кое-какие рецепты буду использовать первый раз. Поэтому приготовим и по итогу будем уже дегустировать. И расскажу, стоит готовить, не стоит. Надо, конечно, вначале по низам собирать вот эти вот ветки.
так как на макушке они еще повисят, а здесь по низам начинают есть всякие какие-то слизняки, муравьи. Поэтому сейчас вот буду отбирать вот эти ветки. Так, собрала вот полный тазик. Я думаю, мне хватит. Тут вот у меня помощники собрались. Если падает мандарин, они тут же бегут. Любят мандаринки. Грузинские петухи. Вот, сейчас пойдем домой. Будем дальше заниматься. Мыть, перебирать. Вот и помыла. Получились такие 2 больших тазика. Я так уже примерно их отсортировала. Тут более плотные, вот такие вот. Из них я буду делать мандариновые чипсы. Поэтому мне надо, чтобы они были плотные и удобно их было нарезать с помощью слайсера. Мандариновые чипсы. И еще хочу в этом году попробовать сделать цукаты. В общем, поэкспериментируем. Так, а здесь вот более мягкие мандаринки, чтобы легко их было чистить, так как из них я хочу сделать пастилу, а шкурки посушить и измельчить с помощью кофемолки. Получится такая, как приправа мандариновая. Так, вначале я хочу заняться цукатами, так как их нужно варить 3 раза, остужать. В общем, более долгий процесс. А потом уже приступим к пастиле. Такие вот у меня слайсы получились. Где-то, ну, может быть, 4-5 миллиметров. И очень быстро, довольно с такой вот штучкой. Буду использовать вот такой вот казанок, чтобы в нем ничего не пригорало. Мне кажется, очень удобно. Сейчас нужно будет налить воды, добавить сахар и поставим на плиту, закипятим сироп. Начала вот чистить мандарины для пастилы. Это для, ну, приправы такой мандариновой. И вот уже запекла яблоки. Где-то 1 часть печеных яблок и 2 части мандарина нужно. И вот обязательно оставлять шкурку, так как в ней тоже содержится пектин. Сейчас почищу, пробью блендером. И можно будет уже ставить сушить.
Достаточно густая консистенция получилась у пюре. Сейчас буду разливать по формочкам. У меня вот такие вот силиконовые, специально для изготовления пастилы. И сушить буду в дегидраторе. Так, вот 6 поддонов я загрузила уже. Остальные сюда цедру раскидаю и слайсы мандаринов. Такие обычные на чипсы. И все, первая партия у нас пошла. Зато это долго. Зато это долго. Не. Так, вот я цукаты откинула на дуршлаг. Там вот жидкость, уже сироп стек частично. Сейчас буду их раскладывать здесь на решетку. Не знаю, какие-то вот сильно разварились, какие-то вроде ничего. Надо было все-таки потолще кружочки делать или дольками можно. А это вот пудра из тех самых корочек, которые я сушила в дегидраторе. Запах просто невероятный. Немного горчит. Но я думаю, для выпечки там надо на кончике ножа. Поэтому главное придать выпечке аромат. Тот самый мандариновый. Поэтому сейчас хочу сделать кекс. Добавлю как раз-таки вот этот порошок. И дольки мандарина еще будут у меня в кексе. Так что давайте приготовим. Сейчас будете дегустировать, Да. Тима, что у нас получилось. Так, Вот это, мне давайте кажется. Дегустируйте. Это как называется? Цукаты, да? Это как цукаты, да. Цукаты в сахаре. Будешь пробовать?
Тася потянулась. кислая. Потому что Не, она сладкая. любит больше всего. И она сладкая. Я- Вот это сладкая. Вот это да. Попробуй. Угу. Вкусно. А у тебя что, Тима? Цукаты прям очень Цукаты? вкусно. Мама напитила. Вот тебя постила? Очень вкусно. Очень вкусно. Так, сейчас надо запить. Попробуй следующее. Нет. Ну, когда мне укусить? Пастилу. Там мандарины и яблоко. Пюре постели. Да, пастила прям такая, без сахара, без ничего, да? Ну, вообще без сахара. Угу. Чувствуется прям натуральный мандарин. Ну, они такая, мандарины очень сладкие и сами яблоки. да, такая вот чуть-чуть мандариновая, такая изысканная. Ну, не то что горечь, Ну, а такая горчинка, да, горчинка. вот цитрусовых так. Очень вкусно. Да, пастила обалденно. Тася у нас любитель пастилы. Да. А вот это Но сухие это мы уже попробовали? привыкли к такому. Это Мы чипсы в том году вкусные. столько их наделали. Это просто сушеные, без ничего, без сахара, мандарины. Кисленький, вот это классно. Да. Такая Такое освежающее. Их можно хоть большая куда. мандариновая кислинка. И в чай можно кидать. Вот это вкуснее, а не вкусно. Ну, как чипсы просто. Фруктовые Вкусно, чипсы, да, конечно. мандариновые. А еще мы забыли, у нас же кекс мандариновый. Ой. И Там кекс даже внутри мандариновый. мандарины и поливала еще сиропом мандариновым. Давай И сюда попробуем. еще добавила в тесто вот этот порошок из мандарина. Еще порошок мандариновый у нас есть. Да. Ничего себе. Очень вкусно. А вот у меня мандаринка прям попала сверху. У меня тоже мандарин. Угу. Ну, у тебя внутри мандарин, да? Да. Смотри. Вот это да. У меня тоже мандаринка была. Так что приятного нам аппетита.